Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить юбку на кокетке, а потом соберем школьную форму для куклы. Начнем с юбки. Я пока еще не знаю, как поведет себя эта ткань на сгибе, поэтому оставила на кокетке побольше припусков сверху. А также нам нужна будет полоска ткани на саму юбку. Длина полоски зависит от количества и толщины складок. У меня она 33 сантиметра. А ширина полоски – это длина самой юбки от бедра. У меня она 4 сантиметра. Моя ткань довольно толстая, поэтому я не буду делать нижний подгиб. Это будет центр моей юбки. И от него я буду закладывать складки в разные стороны. Отступив немного от центра, делаем маленькую складку и фиксируем ее нитью. Вплотную к ней делаем еще одну и продолжаем так до самого края. Последнюю складочку я оставила не заложенной. Теперь делаем складки от центра уже в другую сторону. И у нас получилась вот такая волнистая бесформенная оборка. А чтобы сделать четкое плиссе, складки нужно заутюжить. Сделать это будет удобнее, если из нижнего края зафиксировать их наметкой. Прошиваем складки также от края до края. Получается вот такая гармошка. И после этого ребрышки будет легко загладить. Конечно, можно пользоваться и обычным утюгом, но я буду делать это выпрямителем для волос. Так как моя ткань и шерсть, и синтетика, я ставлю температуру не больше 180 градусов по Цельсию. И теперь аккуратно притаптывающими движениями утюжим наши складочки одновременно с двух сторон. Быстро и просто. Даем ткани остыть и распускаем наметку подола. И вот наши жесткие складки. Теперь берем кокетку, совмещаем центры и сшиваем детали. Чтобы при сшивании ничего сильно не уползло, я сначала сделаю наметку. После этого я подрезала верхние припуски и для удобства наметала себе ниткой форму кокетки. Подгибаем верхний край и пришиваем его. После этого можно вытащить наметочную нить. Теперь сшиваем между собой края плиссе. Вот эту открытую складку оставляем как есть. Впоследствии она сама ляжет как надо и закроет шов. Пришиваем застежку. У меня это будет любимая липучка. Чтобы юбочка на кукольном теле не жила своей жизнью, подошьем к ней трусики. Берем полоску любой ткани и подшиваем ее край к шву спереди. Примеряем длину и, отрезав лишнее,
подшиваем другой край сзади, под застежкой. Теперь юбка будет оставаться там, где ей положено. Можно оставить и так, но я хочу добавить деталей. Для этого возьму свой любимый строительный полимерный клей и промазываю им небольшой кусочек от ткани юбки. Мажем легонько и аккуратно, чтобы клей не пропитал ткань насквозь. После высыхания нарезаем это все на тонкие полосочки. Выбираем нужный участок и обрезаем примерно до сантиметра. Это будут шлёвки для ремня. Смазываем край полоски клеем с лицевой стороны и прикладываем ее к верхнему краю кокетки. Теперь и другой край, тоже с лицевой. Загибаем и приклеиваем, чтобы получилось кольцо. Делаем такие шлёвки по 3 с каждой стороны. Из тонкой полоски кожи я сделаю ремень. Срезаю один край углом, а на другом конце должна быть пряжка. Ее я сделаю с помощью вот таких украшений для маникюра. Продеваю ремень в пряжку, загибаю наизнанку и подклеиваю конец. Ну а снять юбку можно и не снимая ремень, а просто подтянув его назад. Итак, наша юбка готова. Тем же способом, которым я делала шлёпки, можно сделать и галстук. Смазываем верхушку галстука клеем и прикладываем веревочку. Дополнительным кусочком накрываем ее сверху. Это также добавит объема нашему узлу. Если добавить сюда рубашку из моего предыдущего видео, получается школьная форма. До завершения не хватает только гольфов. И чтобы их сделать, нам понадобится сама кукольная ножка и кусочек трикотажа. Оборачиваем тканью ногу и фиксируем булавками вплотную. Не натягивайте ткань сильно. Просто следите, чтобы не было складочек. Можно обрисовать контур и, сняв его, сшить стороны. А можно аккуратно зашить прямо на кукле. Старайтесь делать короткие стежки и прошивать вплотную к ножке, но не затягивайте сильно нить. Дойдя до носочка, срезаем все выступающее. Затем, придерживая пальчиком верхнюю часть, просто как бы заштопываем срезы. Опять же, не затягивайте сильно нить. Получается своего рода буква У или Y. Теперь срезаем всю лишнюю ткань. Делайте это как можно ближе к шву, но не переборщите, иначе гольфы могут распуститься. Выворачиваем на лицевую сторону и подгибаем верхний край внутрь. Теперь берем какой-нибудь цилиндр по размеру. Это может быть маркер, кисть или ручка инструмента.
или же вовсе можно скрутить его из обычной бумаги. Одеваем гольфик и, например, все тем же швом назад иголка прошиваем подгиб. И теперь можно собрать наш аутфит. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!